Мої вітання. Наконец-то мы встретились, давно вас не видела. Я Светлана. Все, выбирала солнечный денек, чтобы доснять вам материал про свои хвойные, обзор хвойных в моем саду. Ждала, пока не дождалась, но, видимо, такая погода будет у нас еще долго. Снег понемножку стал таять. Можно показать мои хвойные. Сегодня мы посмотрим можжевельники, как я и обещала, средние, колоновидные, допустим, как вот этот. И если успею, горизонтальный. Не успею, значит, будет еще одна часть видео. Буду часть материала летнего показывать, чтобы были яркие кадры. Все, идемте смотреть мои хвойные, зимние хвойные. Начнем сегодняшний обзор моих хвойных с той части, где у меня посажены рододендроны. Часто мы туда отправляемся. Первый можжевельник, который я хотела вам показать, это можжевельник китайский обелиск. Он не так популярен, как и в комментариях мне многие писали. Имеет зеленовато-сизый цвет. Приросты довольно большие, у него до 30 сантиметров. Я покупала эти 4 можжевельника по уценке. Саженцы были полулысые, сильно вытянутые, 1 метр высотой. Ну, мне объяснили в питомнике, что они стояли в полной тени, и поэтому такие кривоватые, лысоватые. Но мне надо было что-то очень бюджетное и с плотной кроной. Они с этой задачей справились. Довольно высокие можжевельники, чтобы зонировать мне эту часть сада. Я выбрала самые ровненькие более-менее. И смотрите, как они за 1,5 года распушились. Я их, конечно, пристригала сильно. Хвоя у них немножко колючая. Выровнять растения, кстати, можно, пока они маленькие. Опору делайте и прямо крепко подвязывайте ствол. Даже вот метровые они были, но они совсем такие чахлые, скажем так. Распушились, подросли, сортом очень довольна. Имеет приятный можжевеловый аромат. Хвоинки, если помять. И у этого сорта интересная особенность: молодые приросты кучерявятся. Кучерявая сейчас не видно, я искала, чтобы вам показать. Весной покажу. Прямо как завиточки такие. Слабо колючий сорт, хороший, будет мне тут закрывать мою комнату. Следующий можжевельник, мы его часто видим, часто вы спрашиваете. Это можжевельник средний, Фицериана Mint Julep. У меня прямо целая история с этими можжевельниками. Будьте внимательны и осторожны с этим сортом. Я его пробежала как пуля. Очень хороший, зеленый, зимой и летом. Вот такая зеленая хвоя у него в конце декабря, представьте. А вот так он выглядит при солнечном свете месяц назад. Я снимала. Яркий, сочный, слегка колючий. Если помять хвоинки в руках, аромат ментола. От этого и название Mint Julep. Но эти можжевельники растут невероятно быстро и огромными становятся. Очень огромными. Вот с этой стоянки 6 штук я пересаживала. Я вам часто за это рассказываю. Снизу немножко я убрала ветки. Видите, они как приподняты. И возле дома на хвойной клумбе самый мой первый можжевельник растет. Сейчас я вам его покажу. Самый большой. Так вот, эти можжевельники очень быстро растут. До 3 метров могут. Не удержите никакой обрезкой.
Даже я не смогла справиться. Глазом не моргнете, он великанищем станет. А взрослые можжевельники плохо переносят пересадку. Сажайте их сразу, куда вы решили. Но смотрится очень красивым большим фонтаном. Любит солнечные места и своим внешним видом покоряет. Из него очень красиво смотрятся топиарные формы. Можно там, я видела в интернете, и фигуры, и животных выстригают, и фантазийные формы какие-то. Экземпляр, который растет у меня возле лавочки, трехлетний, самый первый. Первый год стоял в росте, а потом как ломанулся, смотрите, какой большой фонтан настоящий. Но снизу я выстригла самые нижние ветки и оставила те, что вверх растут. Ну, видно, потенциал у него, что он будет еще выше. 3 на 3, а вверх где-то 1,5-2, такой его габитус растения. В одну лунку сажала один росточек, один. Вот так он разросся. Спрашивали у меня, сколько вы сажали туда. Следующий можжевельник, они растут рядом, вот в этой хвойной композиции. Можжевельник казацкий, Тамарис цифолия. Это один из самых популярных карликовых можжевельников. Растет медленно. У меня стоял тоже год или 1,5, вообще никакого движения. Этому 3,5 года. Эту клумбу я почти все закладывала 3,5 года назад. Вот так он выглядел весной. Кстати, за этот сезон видели, как он разросся. Вот это июнь месяц. А сейчас я съемку декабрь. Насколько разница. У него интересно, видите, хвоинки вверх приподняты от веточек. И сами ветки стелятся. Но это карликовый сорт. И он по высоте будет очень невысокий. До полуметра. А в ширину вот так растягивает свои лапки, как осьминожка, будет 2,5, может быть и 3. Но оно уже видно. Потенциал на дорожку. Видите, лапки свои растягивает. Их надо или направлять, или фиксировать. Или место сразу ему выбирать много. Вот эти веточки, которые по низу, их можно укоренять и размножать. Санитарную обрезку я делаю, просто самые нижние вырезаю. Все-таки мне не надо, чтобы он прирастал. Приподнимать его не надо. Из этого сорта можжевельника нельзя стричь топиарные формы. Ну, стричь-то можно, но ничего красивого из него не получится, потому что он сильно стелится, медленно нарастает, и ваша топиарная форма будет очень долго какой-то вид приобретать. Надо выбирать более быстро растущие сорта. У меня еще 2 их посажено. Я люблю повторять растения в саду. В прошлом году я видео снимала про Тамарис цифолию, рассказывала и показывала именно вот этот экземпляр, что он вообще страшненький был. Какие-то веточки корявые, я, по-моему, даже так мельком показала. А сейчас вот у меня их 2. Второй с другой стороны клумбы, как бы акцентные точки с одной и с другой. Аллею с пирамидалисами начинает и завершает. То как они за этот сезон разрослись красиво. Но я вижу уже, что тут им места-то и маловато. Если 2,5-3, надо будет ограничивать в росте. Немножко он колючий, цвет сизо-зеленый, имеет после дождя. Ну, по саду вообще можжевеловый аромат идет очень приятный. А сейчас мы с вами видим можжевельник казацкий, самый-самый простой. Не колючий, темно-зеленый, мягкий, пластичный, его легко выстригать. Самое быстро укореняющееся растение, это, наверное, этот можжевельник. Где веточка коснется земли, там уже и новые корни пошли, можно отсаживать. 3 куста я уже
отсадила и на этом решила все. Но хочу сказать, что единственный можжевельник в моем саду, который болеет ржавчиной, это он. Я после посадки в первый год, как увидела, я в шоке была. В сад такую неприятность занесла, но одна-две обработки фундазолом, и нет проблем. Я теперь знаю, у него 100% в мае, в конце мая ржавчина. Представляете? И убирать не хочется его из сада. Он мне нравится. Больше никаких с ним проблем нету. Зеленая хвоя, очень мягкая. Ногой, если заденешь, мягкие хвоинки. Можжевельник. Китайский спартан. Это колоновидный можжевельник. Эти 3 штучки маленьких покупались в контейнере после того, как я с комом посадила 3 вдоль забора. Сейчас мы их увидим. Захотела повторить. Можжевельники в основном все колючие, но спартан не колюч. И темно-зеленая хвоя. Погода у нас, конечно, не очень такая солнечная, яркая, не так хорошо видны хвойные. Но вот у него хвоя какая. Зеленая, темно-зеленая, вверх смотрящая, как капля, к низу немножко шире. Его надо пристригать, как и скальные можжевельники, и тогда он распушается. 1,20 м я их покупала, и вот за 2,5 года такие капли уже получились большие, зеленые. Захотела себе еще, купила 3 маленьких. Будет метров 5-7, а в ширину 1,5 метра. Любит полив, любит солнышко. Янтарно-зеленая хвоя у него. Вот весной мы его увидим, он прямо переливается всеми оттенками темно-зеленого. Сорт этот очень нравится. Рассмотрите его, если вам нужны колоновидные можжевельники. Немножко от снега, видите, они у меня развалились. Снег был, струшивала. Уже в этом году я их не обвязывала. Мне кажется, они должны уже привыкать к снегу. Вот. Еще один маленький. Ну, маленький. Они, видите, уже как хорошо распушились. Скоро и догонят всех остальных. Такая капля. Зонирует, как вертикалями. Можжевельник средний, Gold Coast. Часто спрашиваете, что у вас тут на маленькой круглой клумбе растет за можжевельник? Он с розами тут у меня. Хвоя почти не колючая, немножко. Красивый салатово-лимонный цвет у него. Даже видно, что он зимой почти не потерял цвет. Оттенок лимонный есть. По характеристикам он будет где-то в высоту 0,5 метра и 1,5 в ширину. Но никогда не верьте тому, что пишут, потому что все зависит от ухода, от почвы, от полива. Я буду сдерживать их рост. Мне тут 1,5 метра, на дорожку, конечно же, не надо. Посажен между шаровидных туй, он у меня тут как бы создает такую бордюр зеленый с даниками. И вторые 6 штук посажены опять же в аллее с пирамидалисами. Они поддерживают цвет, перекликаются. Пирамидалисы салатово-лимонные и голд косты. У меня тут лилии росли, но я не знаю, наверное, не буду в этом году. Уберу лилии уже. Хочу гортензии крупнолистные посадить. Бесконечное лето в эту аллею. Мне кажется, будет более уместно. Цвет не теряет зимой. Такой же салатовый. Слабо колючая хвоя. Можжевельники Gold Coast очень мне понравились, поэтому я их повторила несколько раз в саду. Не несколько, а много. Спрашиваете часто,
уход, обработки. Подкармливать хвойные я перестала с этого сезона, потому что все и так сильно быстро растут. Весной и в конце лета от вредителей и клещей обрабатываю акарицидом и профилактически от болезней. Все. При посадке новых растений молодых я добавляю осмокот. Больше никаких удобрений. Раньше осеннее удобрение подсыпала под хвойные, сейчас перестала. Следующие можжевельники, из которых я стригу свои топиарные формы, возле входа в дом они подняла свои накладные и выяснила, это можжевельник средний Кербери Голд, который желтенький, вот этот спираль из него я стригла, и Пфицериана компакта. Быстро растущие, колючие, имейте в виду. Но, что хорошо, они по высоте не очень такие большие будут. Кербери Голд будет до метра 80 сантиметров, Пфицериана компакта, ну тоже 80-90 до метра, примерно одного размера я их брала, но зеленый компакта, он более мощно, быстрее растет. Вот так они выглядели летом. Вообще мне эта композиция тоже удачно я сделала, нравится на зеленом газоне. Вот такие всякие завитушки, нетребовательные. У меня тут даже и полива нету на этой клумбе, и газон без полива, и они. Я изредка, когда прям сильно жарко, ставлю поливалку для травы. Ну, такая крутится в разные стороны вода, и так поливается. Тут неудобно капельный полив нам прокладывать. Вот так они за 3 года, видите, наросли и уже держат сами свои вот эти стриженные, застриженные ветви. Как формировать я весной показывала на примере Кербери Голд. Ну, может быть, еще этой весной в новом сезоне покажу еще раз, что мы делаем. Хвоя, повторяю, у них колючая, но он растет далековато, на газоне не зацепается. Ногами, руками можно ходить. А вот я показываю маленькая Майя у нас, какими они были высажены. Вадим Петрович еще смотрел, говорит: Света, что ты такое посреди поля насажала? Но у меня была задумка, я тогда уже знала габариты, размеры, и была задумка, что я буду вот такие фигуры выстригать. Ну, какие именно я тогда еще думала, ну, вот тут видно, еще с опорами стоят, это съемка май месяц, тюльпаны еще цветут, высажены. От дома отмеряла я определенное расстояние. А вот, кстати, вам про расстояние обязательно чертите план. У нас ничего еще не было, но на бумаге у меня все было прочерчено. И я знала, через какое расстояние, сколько дорожка, где что, как будет. Ступенька тут понижение. У нас участок к забору уклон имеет. И чтобы не наклонную дорожку делать, я придумала, что мы небольшое понижение, как маленькое террасирование сделаем. Ну, а там выравнивали уже. Вдоль дома ту дорожку выравнивали. Мне кажется, задумка хорошая с этими можжевельниками, и они легко очень черенкуются. Вот этот маленький кустик, я одну веточку, когда выстригала форму, а она была уже укорененная. Думаю, ну ладно, отсажу тебя симметрично, тут возле рододендронов принялась. У нее вот эта природная форма, видите, длинные такие ветви поникающие. Это Кербери Голд, можжевельник средний. Посмотрю, как он тут разрастется. Может быть, не буду его выстригать, пусть такой шапочкой и будет. Ну а сейчас, наверное, я вас удивлю. Он мне так нравится, этот можжевельник скальный. Называется Blue Heaven. Я когда в питомник в ноябре приехала, мне менеджер говорит: Светлана, идемте, получили несколько штук, этот вам точно понравится. И теперь он мой любимчик. Не смотрите, что он такой малюсенький,
Это, видимо, вообще черенкование 23-го года. Посмотрите, какой он голубой. Голубее неба. Самый голубой из всех скальных можжевельников. Обратите на него внимание, не пожалейте. Цвет не теряет. Смотрите, снег лежит, а какой он голубой-голубой. Я там в конце видео покажу, сравнивая его с Пельц Блю. Кипарисовик у меня самый голубой. Так вот он ярче. В пасмурные дни он синий прямо становится. Сорт растет размером до 5-7 метров, любит солнышко, но все голубые, имейте в виду, любят солнышко. 1,5 метра в ширину будет. Довольно быстро нарастает, до 20-25 сантиметров ветви у нее должны нарастать. Я тут вокруг уже гортензии Diamond Rouge, по-моему, посадила, поделила кусты, посадила, думаю, такая будет шикарная композиция, голубой с темно-бордовыми гортензиями осенью. Посмотрим, как он нарастет в следующем году, пока стоит на опоре. Ну, как и все скальные в молодом возрасте, полив любит, а потом может и без обязательного полива обходиться. Будет немножко колючий у него сейчас, ну не видно, он маленький еще, как звездочки хвоинки, наподобие как у Blue Arrow. Не мягкие хвоинки, а такие звездочки колючие будут в центре, в середине. Не знаю, не могу им налюбоваться прямо. Хорошенький такой можжевельник скальный Blue Heaven. Ну, долго мы с вами уже гуляем по саду. А вот я показываю. И смотрите, это в пасмурный декабрьский день съемки после обеда. У Пельц Блю, видите, зеленоватая все-таки. На его фоне он немножко зеленоватый. А Blue Heaven прямо синий. Синий с голубым. Ну, не знаю. Мне очень понравился. Вот такая прогулка небольшая. Смотрите, у меня в окошке розовая лампа. Кому прогулка наша понравилась, просьба поставить лайк. Задавайте свои вопросы. Ну, а мы ждем Рождество. У нас в этом году по-новому мы его отвечать будем. И Нового года. До встречи. Встретимся совсем скоро. Расскажу вам что-нибудь интересное про сад. Вот так снег у нас был. Ну, всего хорошего.